Всем здорово, народ! Сегодня будем играть с вами на инвокере. Естественно, на центральном коридоре. И из интересного, против меня будет стоять Лина. Достаточно тяжеловатый матчап. А вот в четверке у моей команды будет антимаг, антикрип. Не то чтобы мужик руинил с первой минуты, но в любом случае достаточно необычный союзник у нас будет. Этого не отнять. Ну все, погнали, раскликиваемся. Сейчас будет лютая суета, лютая заруба. Получилось подстопить крипов лучше, чем у вражеского мидера. Это на самом-то деле прям очень положительный момент, потому что можно будет нормально поразмениваться с хайграунда, позабирать крипчиков, по крайней мере, первую пачку. Важно против Лины на первом левеле я попрессинговать, потому что вот именно на самом стартовом, да, тайминге герой у нее слабоватый. У нее, конечно, все равно аномально далекая дистанция тычки, но в любом случае она у нее медленная, урона не то чтобы много, и вот видите, у парня проблемы с КСом крипов как раз-таки на первом левеле. У меня получилось троих забрать, еще и рейнджевика ему поддонает на первой пачке, а вот этого не дать забрать, что тоже, конечно, шедеврально. В общем, первую пачку мы отстояли прямо белиссимо бонджорно, но в любом случае рано или поздно вражеская Лина получает второй левел, а где второй, там и третий, ну и вы все сами прекрасно знаете, что начинается насколько неприятно против данного персонажа стоять. Огромная дальность тычки, плюс скорость тычки, ну и, понятное дело, урон с первого спала тоже не маленький залетает. Но из плюсов у Лины достаточно мало хп, и она очень уязвима к гангам. Ко мне, по-моему, в рамках данной игры никто не придет из саппортов помогать, но это уже другая история. Будем выбираться из этой ситуации самостоятельно. Периодически потыкиваю вражескую Лину, он уже играет гораздо агрессивнее со вторым левелом. И вот сейчас хороший момент, чтобы пробить ему лицо. Вижу, что пацанчик заигрался, возле моих крипов остался, я ему даю голд снап, он начинает мансить от несуществующего санстрайка, у меня даже маны на него не хватает. И вражеский Шушченк, да, отправляется в таверну. Но это он как-то вот сам себя переиграл, как называется, да? Потому что, ну, маны на санстрайк у меня не было. Торнадо в него кинуть я какой-то не мог. У меня, ну, банально третий левел. И векс никто не качает. В общем, решил нафидить паренек. И для нас это, естественно, положительный момент. Все, разводим форжиков, сами забираем топовую руну. Снизу ломаем. И мид выигран. Хотелось бы сказать, конечно, но нет. Это только начало. 1 килл, это, естественно, супер приятно. И в любом случае мы уже подруиним темп вражеской линии, но не стоит расслабляться, потому что сейчас он очень злой. Он 3-го левела, скоро должен апать 4-й, наверное, с этого крипа. Хотя, может, и нет, кстати. Нет, не апает, отлично. Но в любом случае, он сейчас гораздо более выгодной позиции, поскольку у него фуловые ресурсы, а вот у меня с маной проблемы. Да и на самом-то деле с хп у меня тоже вскоре проблемы будут происходить. Ну, в общем, здесь выдаю колд-снап, чтобы забрать дальника. И в целом, ситуация более-менее адекватна, если я прямо сейчас себе еще принесу тангусы, чтобы дополнительно регениться под классами, стоять под вышечкой, да. Но вот я очень сильно хотел убить ее еще раз, поймать где-то на ошибке, но для этого я понимал, что мне нужны капли, а для капель слишком рано, я еще не мог их себе купить. И вот сейчас как раз-таки тот самый момент, когда пацанчик вновь переагрессировал, получил миллион просто орехов от вышки, но вот за счет батла, конечно, здесь доезжает. И вот видишь, если бы даже не ботал, я бы его еще форжиком добил. И, по крайней мере, разменял бы золото. Но нет, чуть-чуть мне здесь не хватает. И как раз-таки те самые капли после смерти у меня появляются об инвентаре. Ну, раньше я их себе тупо никак привести не мог. Скорее всего, не стоило так сильно и в открытую за ней дайвить, после того, как она получила огромное количество урона от вышки, да? Нужно было подотойти, где-то перехватить куру между там Т3, Т2, Т4, неважно, подрегенить ресурсы и уже с новой такой фулловой просто кондицией сломать ей лицо. Но вообще, на самом-то деле, даже в данной ситуации я должен был с ней минимум размениваться. Но, блин, у меня почему-то начал трястись инвокер. Какой-то unlucky situation произошел, и не хватило буквально вот как раз-таки той одной тычки, на которую я время потратил, чтобы с Линой в размен выйти. Но ничего, бывает, пойдет, мы не отчаиваемся. У меня все равно в любом случае все неплохо. И вот если бы, кстати, получилось Лину убить второй раз, это бы вообще похоронило ей весь старт игры. Темп был бы полностью разрушен, но и так пойдет. И так нормально. Он уже чувствует в нас силу, он уже чувствует в себе слабость, он нас уже боится. По крайней мере, потому что один раз нафидел. Нас эта ситуация, естественно, устраивает. Но, блин, чем дальше по левелу, тем сложнее нам, естественно, здесь стоять. И нужен какой-нибудь плюсик. Я калировал своих пацанчиков, что можно подойти где-нибудь там по 4-ю минуту, туда и сюда, и можно прямо сейчас было бы выйти, но пацаны у меня на сапах играть не хотят особо в доту. Я здесь решил потратить, короче, фулл свою ману. Наверное, в моменте нет, и решил просто ее подразбить. Не побоялся я под крипчиками выйти в размен с Линой, потому что все-таки я на тангусах зарегенюсь. У меня вот, видишь, ресы после прошлой смерти остались, и хочется их как бы использовать
поактивнее. По крайней мере, пока она не апнет 6-й левел. Вот прямо сейчас на 6-й левел апает, я понимаю, что если сейчас у меня не получится ничего с ней сделать, то и потом точно уже не получится. Задоджили станчик. И вот надо было где-то чуть-чуть получше доиграть. Гранатка, если бы была, убил бы. Если бы на одну тычку больше дал, убил бы. Где-то в моменте. Но прилетает 4-ка антимаг. О май гад. Вот он, тот самый туз в рукаве, который мы все так долго ждали. А вы говорите: нет, пацанчик играет на победку. Все. Для Лины игра как будто бы на старте точно закончена. Обычно, когда ты на линии приходишь на мид, ты его, естественно, выигрываешь и, по крайней мере, заставляешь вражеского мидера камбэкаться в игру, скажем так. А в данной ситуации получается так, что камбэкаться придется лине. Мы, понятное дело, играем на инвокере, который может быть достаточно пассивным, если не особо получается санстрайки раскидывать на лайн, и вы там никак не помогаете. Но, тем не менее, учитывая, что вот у нас получилось дважды отправить Лину в таверну, это вообще шедеврально на самом-то деле для нас ситуация. Меня абсолютно все здесь устраивает. Сейчас еще посмотрим на рунку. Иго Бен подкручивает впервые в жизни, как будто бы. Еще и нам руну регенерации на топе. Шедеврально. Просто белиссимо бонджорно. Спылы просто выкидываю в крипов, потому что, понятное дело, руну регенерации. Можно было бы еще нажать, конечно, куда-нибудь санстрайк такой чисто рандомный пофлексить. Но поскольку Лина не убегает с мида, хочется иметь санстрайк при себе в кармане. Вдруг ошибется, вдруг я ее буду убивать. Но посмотри, насколько же больно ей прилетает просто с обычной нашей тычки под экзортами. На его месте я бы так глубоко, конечно, не заходил, но пацанчик вообще какой-то максимально бесстрашный. Посмотри, он просто не останавливается. Не останавливается пацан. Уже 2 раза нафидил, хочет нафидить 3-й раз. Просто буквально, вот видишь, любой плюс, любая перетяжка от любого саппорта достаточно будет просто того, что он с автоатаки будет накидывать под мой колдснап, и все. Лина умирает, она супер уязвима гангом, супер уязвима. Но я думаю, чел уже просто в тильте. На самом-то деле, если бы он играл на победку, он бы не оставался здесь, ну, не заходил бы настолько глубоко и не умирал бы в 3-й раз. Он, очевидно, уже просто как будто бы потерял, понимаете? Спесь, потерял желание побеждать в данной игре, он уже отпустил. Он уже не в киберспорте. Он покупается смоук какой-то от вражеской Лины, что-то там хочется придумать. Может еще и в киберспорте, конечно, но, по крайней мере, в тильте это точно. Подошел немного в лес, чтобы зафармить кемпик дополнительный. Посматриваем возможность для санстрайка куда-нибудь на сайд-лейны. Подскипал пару минут. Значит, сейчас у меня 8-й левел, и при прокачке кваса на 4 и экзорта на 4 у нас появляется возможность призывать 2 форжей вместо одного. Что я, соответственно, и сделал. Оставил их на центральном коридоре, чтобы Лина мне не запушила тавер. Просто оставил там крипов. И вижу, что файт намечается на топе, и здесь пацанчиков мы должны оставлять. Первого забираем. Под стенкой не двигается Рубен, еще санстрайк ему накидываем. Должен тоже здесь откисать. Отлично. Пытался до конца жить до победной, но дабл клипсом для нас это всегда вкусно. Нажимаю стики, и вот такой вот, ой-ой-ой, торнейдо. Торнейдо, чтобы у меня лоун друид успел зарутать Луну, и она тоже отправляется в таверну. Трипл клип. Еще колдснап Вакса. Прилетает сыночка-корзиночка, 4-ка антимаг, и мы просто хороним здесь практически всю вражескую команду. Не умирает только Террорблейд, которого здесь, в принципе, и не было. Но в это время у меня Кентавр, если что, не нажимал ульту. Но закачивает нижний лайн. Достаточно свободно. Окей, нас это абсолютно устраивает. На самом деле, прям очень нехило мы поднялись с этого файта. Мне долетает мой Метеор Хаммер. Сверху я себе еще докупаю долгожданный сапог и Виндлейз, чтобы бегать быстренько, бегать с кайфом. Также апаем 10-й левел. Естественно, берем талант на увеличенный урон с Айсвола. И это просто невероятный фарм-потенциал нам предоставляет. Можно фармить 2 кемпика одновременно. Агрите там 1, 2, сводите их по центру, ставите просто под ноги им стенку. И крипы по факту просто умирают от одного вашего Айсвола. Это невероятные ощущения. Следующие 8 минут моя команда решила прямо совершенно осознанно пофидить вражеских героев. Я никак не мог помогать в их там дайвах, передайвах, которые они совершали, и счет уже изменился на 18-14. Причем перевес в голде перешел за вражеской командой. Вот на 2 кейсика они нас уже опережают. Естественно, я не вписывался в заведомо проигранные файты, и в это время просто спокойно качался, взял себе фастовый шардик. Естественно, берем себе его на квасовый аспект, на Ghostwalk, чтобы бегать и просто выжигать все подряд. Мы можем совершенно спокойно запушивать пачки, качать лесные кэмпы, понятное дело. Ну и также себе взял Тревела, чтобы быстро бегать. И вот сейчас хочу вместе с Кентом, который не играет с моей командой, просто подойти к нему в его зону обитания, так сказать, к этой ламе, к этому лосю, к этому просто кабану.
который где-то на лужайке пасется, и сказать ему, ну, я ему войс калирую, что давай-ка мы, пацанчик, с тобой хотя бы Террорблейда убьем. Сейчас я тебе его просто под адвизом найду, и дальше мы с тобой должны у него упороться. Ну, по крайней мере, план у меня был такой. Вот ему на карте примерно нарисовал, что он может выйти на пачку, там типа подсветиться тудым-сюдым. Но, по крайней мере, ни одного слова мне в ответ Кентавр не сказал, и я не знаю, слышал он меня или не слышал. В общем, будем работать с тем, что есть. Я не знаю, видно ли на вардах, когда инвокер выходит из гост... Ну, короче, когда обновление гостволка происходит, если под инвизом нажать новый инвиз, видно это или нет? Но я в любом случае решил на верочку отойти за дистанцию предполагаемого варда и обновил гостволк. Подсветил Террорблейда, я думал, что он супер жестко на реакции сразу меня заметил, а оказывается там пиво, который решил зачем-то вернуться обратно в меня. Просто накидываем в него Cold Snap Meteor, и Кентаврик делает свое дело, выполняет свою задачу. Нажал ультимейт и просто, ну, на самом-то деле грамотно из No Vision выдает станчик финальный по Террорблейду, не оставляющий ему шанса на выживание. Нормально, убили вражеского керри просто за счет того, что я туда подошел. Это, естественно, не может нас не радовать. И какой-то дайв-передайв очередной пошел. Антимаг прыгает у нас в саппортов. Должен их здесь вырезать, отлично. И самое главное здесь мне просто не терять позицию. Мы имеем в виду, что рядом находится также Лина, что здесь, скорее всего, стоят вражеские варды. Мы подвижно все это дело делаем. Вот это вот, допустим, смоук они, скорее всего, тоже видели, вражины. Anyway, моя команда, видимо, уходить особо не хочет. И с одной стороны, мне, конечно, надо как-то их подсейвить, но умирать за них я вообще не должен абсолютно. Потому что если мы здесь нафидим, это уже будет критическая ошибка. Если здесь у меня только мои тиммейты умрут, это нормально. Снова находим мы здесь Террорблейда, нажимается телепорт с его стороны на центральную вышечку. И вот такой вот Санстрайк, веселый, вновь отправляет вражеского керри в таверну. Надо было еще бластик туда кастануть. Но в любом случае 2 смерти подряд для ТБ это как будто бы супер тильтованная такая вещь. Я не знаю, зачем он нажал телепорт прямо на центральную вышку, когда, очевидно, мы могли находиться рядом. Но это опять же его ошибка. Пацанчики вражеской команды тоже, видишь, заливают. У меня пацанчики пытаются залить, и пацанчики вражеские пытаются залить. Все по-честному, как говорится. Успевает здесь, естественно, нажать Тускар свой колобок. Стелим ему Айсвол под ноги. И интересный вот такой крест от Дазла прямо по мне, когда рядом со мной находится Акс с заряженным топором. Зачем он кидает крест, я не знаю. Но это, видимо, приколисты какие-то очередные. Но в любом случае, почему-то вражеский Акс решил не нажимать в меня топор, вследствие чего мы в данном файте выживаем. Отлично. По закупу, кстати, следующей шмоткой я решил собрать себе Ion Disc, чтобы вот вообще никак здесь не нафидить. Понятное дело, Акс это очень неприятный такой герой в инвокера, мы супер тоненькие. Если он у нас блинкуется под блейдмейлом, нажимает агр, скорее всего, мы здесь умираем. Очевидно, может Террорблейд под это дело накидать тычек, и Лина может буквально один ультимейт нажать, и все. И мы здесь гарантированно в таверну бы тогда отправлялись. Но с Ion Disc'ом дела уже будут совершенно иначе выстраиваться. И как будто бы от Акса в этом плане мы будем защищены. В любом случае, после такого одного слота на какой-нибудь сейф можно будет уже собрать себе что-нибудь и на дамаг. Прикольно, конечно, собирать очень часто аганимы на инвокера. Даже не сколько ради катаклизма, сколько ради увеличения прокачки экзорта на единичку. Гаддэм. И вот такой вот выход от вражеских игроков по мне. На самом-то деле было неожиданно. Оказывается, они играют в доту, прикиньте. Они, оказывается, в доту играют, они еще не сдались. Тот самый Ion Disc, кстати, мне не долетел. Вот если бы он ко мне сейчас чуть-чуть заранее добрался, возможно, я бы не умер, и они бы еще и свой вот этот выход по мне не реализовали. Это был бы тильт для них возможный, но ладно, успели. Good to them, как говорится, good to them, good to them. Играем дальше. Значит, закалировал своим пацанчиком, что они могут забирать шард, поскольку я совершенно спокойно прилечу на тревелах на крипов и буду вместе с ними. Соответственно, они могут ничего здесь не бояться. И вражеская команда решила этот шард дефать, на самом-то деле. Удивительно. Прыгает Акс, поднимаем его в торнадо, чтобы пожил подольше антимаг. И вновь великолепный просто крест от моего Дазла по антимагу под Аксом. Гаддэм. Что же могло пойти не так, как говорится. Не хочу особо сильно подходить здесь близко к противничкам. В любом случае, они должны здесь умирать. Разменялись совершенно выгодно для нашей команды. Если еще и Рубен нафидит, будет вообще белиссимо бонжорно. Говорю, что Кентавр может поддавить в Лину. Как будто бы здесь можно ее и догнать. Сейчас у нее закончится действие Ганима. Если она не улетит, а она почему-то не улетает, это для нас должен быть фрикил. Да, сейчас мы ее должны совершенно спокойно здесь догонять. Колснап торнадо, метеорчик, пошел, Гадэпиксон. Ну, на линии, конечно, фрик какой-то играет, походу. Не знаю, зачем он остался, ему нужно было просто улетать. Вот если бы он
на своем Аганиме просто фул влево бы зажал на свою базу, да, мув, он, скорее всего, бы выжил. Есть шанс, что я бы его догнал в любом случае, но, по крайней мере, шанс у него был. А так, он решил остановиться, нажать какой-то стан беспонтовый. Как он намеревался кого-то убить за этот стан, даже если бы он им попал. Ну, короче, не знаю, кто это, не знаю, что это, и это не наши проблемы. Пока у нас пацанчики находились снизу, я решил нажать ТП на топ, чтобы зафармить пачку, соответственно, абсолютно соло. Забираем дополнительный опыт, забираем дополнительную голдишку. Ну и еще можно вот иллюзию Террорблейда тут разбить. По крайней мере, чтобы он не забрал также свои иллюзии нашу пачку. И в это время мы запушили еще и топ-линию. Здесь еще момент, чтобы какой-нибудь санстрайк нажать. Так просто, чтобы чуть-чуть помочь своей теаме. Естественно, вписываться туда я не хочу, потому что у меня там никого нет, кроме медведя и мертвого кентавра. Вот такие дела. Опять же, во время того, как моя тима сражается, если они где-то там умирают, видят, мы просто толкаем лайн и играем более-менее агрессивно. Потому что вот, например, вышку на топе сломать очень сильно хочется. До сих пор Т1 стоит у вражин. Это никакие вообще... Ни в какие рамки это не лезет. Можно просто даже подойти и рукой доломать ее совершенно спокойно, чем мы, соответственно, и занимаемся. God damn. Вышка в топе сломана. Это победа, я считаю, народ. После нашего небольшого регруппа мы приняли очень хороший файт на нижней линии, после которого в таверну отправилась Селина, вражеский Рубен, Тускар и еще и Террорблейд. После чего я запушил нижний тавер Т2, привез себе Актарин, и как будто бы игра для противничков уже закончилась, потому что вот такие вот постоянные разрозненные их передвижения постоянно с нашей стороны наказывались. То есть не могли пацанчики просто пофармить, мы всегда их находили, уничтожали, и, естественно, зашли уже потом просто на рампу, сломали им сторону на топе, на миди, а вот на бот, кстати, нас не хватило, мы там чуть-чуть нафидели, после чего даже Террорблейд забрал себе Аегис. Но сейчас посмотрим на уже последние моменты данной игры, когда у меня получилось после реса найти Лину в нижнем лесу. Без мана она здесь фармила кемпики, думала, что в сейве, хотя, скорее всего, даже вижена у меня здесь не стояла. И с кентавром ее совершенно спокойно здесь под всякие метеоры забираем. Несмотря на то, что Игис присутствует в вражеской команде, и несмотря на то, что у нас здесь вдвое буквально вот с кентом на нижней линии, ну, только вот сейчас подошел антимаг и так далее, медведь только стягивается, ну, в общем, совершенно спокойно, мы уже просто на огромном перефарме, 28 тысяч преимущества у нас на 38 минуте. Заходим вновь к ним на ХГ ломать последнюю сторону. Ну, у Акса цель жизни — это прыгнуть у нас и нажать агр. В целом правильно, конечно, должно это быть по игре, но не всегда же. Но не всегда же только в инвокера прыгать, не знаю уж, какие у него были планы, как он меня хотел убивать. Особенно учитывая, что у меня есть Айон Диск, как минимум. Ну, для нас, опять же, это тоже положительный момент, что у него убить нас никак не получилось. Он, возможно, прыгал в меня просто, чтобы выиграть время, чтобы я не похоронил его тиммейтов, но как будто бы... Ладно, в любом случае, уже здесь им очень тяжело что-то в принципе сделать. По крайней мере, попытка была и так нормально. Немного подвышли. Это касается всех, кроме моего кентавра, но у него есть телега, отлично. На самом-то деле, достаточно имбовый спелл для кента. Не полный ультимейт на всю команду действующий, а вот такой таргетный, чисто для него и для еще одного тиммейта, который он может подхватить. Огромный радиус. Агро, конечно, у Акса. Вновь он в меня им попадает. Вновь у него была такая задача, но я успеваю заранее класснуть БКБ, ну, на всякий случай, чтобы не точно не нафидить от какого-то магического урона, и под конец БКБшки у Террорблейда получается со мной свапаться. Но мы прыгаем в инвиз, у нас есть крест от Дазла, на самом-то деле полезно в этот раз, засейвил меня, потому что Акса рядом не было. И после небольшой, опять же, рокировочки. Сейчас будем убивать Террорблейда в очередной раз. Не попадаю здесь торнадом. Достаточно быстро передвигается, конечно, данный персонаж. Ну и все, просто ломаем вражинам трон. 18-4-21. Вот такой вот итог в данной каточке. Сейчас быстренько покажу вам после матчевую статистику и будем на этом видос заканчивать. Всем, народ, удачи, всем прогрессии в данной игрульке. Всем на сегодня пока.